Всех приветствую! Разберем месячный итог игры в новой лиге Path of Exile 2. Новая лига получилась интересной, но не без проблем. Начнем с приятного. Мне понравилось, что геймплей улучшают разнообразным новым контентом. В этом сезоне теперь есть смысл фармить большое количество золота, так как на картах случайно можно встретить специальный сундук, где за золото можно испытать удачу и получить что-то дорогое. Наконец-то разнообразили руны, добавив новые, реально полезные. Теперь они имеют 3 уровня силы. Чем выше уровень, тем сильнее будет эффект. С их помощью сборка билда персонажа происходит гибче, а резисты от разных стихий закрываются немного проще, чем в прошлом сезоне. Добавили новые карты, некоторые из них имеют удобный левел дизайн. Их гораздо приятнее проходить, чем ту же Факторию Вау или Затон. Жалко, что новые карты встречаются редко. Все так же основное насыщение карт возле башен состоит из уже знакомых карт прошлого сезона. Из новых карт мне больше всего понравилась та, где нужно пройти 10 волн из разных боссов, а в последней волне сразиться сразу с 2 боссами. Интересный вызов для проверки своих сил. Прикольная новая карта, где пространство постепенно расширяется. При успешном прохождении получаешь новую бижутерию, которая имеет больше на 1 единицу свойств суффиксов или префиксов. В теории из этого предмета может получиться что-то полезное. Мне понравилась идея с порчей. Теперь, чтобы получить книгу Атласа, нужно зачистить на определенной территории скверну. На этих картах появляются новые мобы. Это дополнительный опыт и шанс выпадения нужных предметов, так как есть вероятность появления редкого монстра скверны, а с редких мобов шанс дропа дорогих предметов выше. Теперь у нас есть возможность вставлять в башню 3 таблички. Для этого нужно открыть башню картой, у которой максимально активировано количество суффиксов и префиксов. В случае успешного прохождения мы вставим 3 таблички. Радиус бонусов от табличек расширили. Теперь можно найти табличку, которая дает бонус на 18 карт от башен. Это крутое обновление. Один из самых главных плюсов нового сезона – это добавление рекомбинатора. Теперь в игре появился крафт предметов, и ценность прохождения экспедиции возросла. С экспедиции получаешь специальные расходные материалы. Они нужны для создания вещей в рекомбинаторе. Также это хороший дополнительный заработок. Некоторые расходные материалы стоят дорого. Сейчас у игроков появился шанс самостоятельно создать крутой предмет. Как это работает? Берем 2 предмета. У одного высокий параметр нужной характеристики в префиксе, а у другого в суффиксе. Кладем в рекомбинатор, выделяем свойства, которые хотим получить, и нажимаем «Создать». Шанс на успех небольшой, но все же таким способом можно получить на предмете 2 высоких параметра. А дальше, с добавлением экзальтов, надеемся на чудо, что выпадут другие отличные характеристики у нового предмета. Добавили возможность менять восхождение у персонажа. Для этого нужно пройти заново до конца испытания Сихем или Храм Хаоса. Отличная возможность поиграть в другой вариации вашего персонажа. При этом вы сэкономите время. Вам не нужно заново проходить сюжетную линию игры. Разработчики молодцы, это грамотное решение. Теперь поговорим о минусах. Технически сезон получился ужасно провальным. На протяжении 2 первых недель были постоянные лаги, дисконнекты, откаты. Играть в такой обстановке невыносимо трудно. Многие игроки из-за этого забросили игру. Я их понимаю. Я сам горел из-за дисконнектов, доходило до абсурда, что я не мог залогиниться на карту 15 раз подряд. Это, конечно, бред и лютый трэш. Для себя я сделал вывод. Если следующий сезон в техническом плане будет такой же ужасный, то я не буду играть много времени, как сейчас в PoE 2, или, скорее всего, вообще не буду в нее играть. Разработчики рассказывают сказки о DDoS-атаках, но я в это не верю. Предполагаю, что проблема в мощностях их серверов. Игра стала популярной, и много игроков в нее играют. Если технически они не исправят ситуацию, то быстро растеряют лояльную аудиторию. Думаю, что следующий сезон в этом вопросе все расставит на свои места.
В оптимизации игры до сих пор есть моменты, когда процессор и система охлаждения начинают работать на максимум в ситуациях, где нет сильной визуальной или любой другой нагрузки на компьютер. Об этих моментах я говорил подробнее в своем обзоре на данную игру, и с тех пор ситуация не улучшилась. В геймплее есть один конченый момент. Когда вы находитесь в храме хаоса у финального босса, то можете выйти оттуда только через свой телепорт в лагерь на Зиккурате. Потом вам нужно пройти через телепорт в прошлое для дальнейшего передвижения. Я не понимаю, почему до сих пор не исправят эту неудобную цепочку перемещения. Она реально абсурдная. Мы на ней теряем время, и бывают часто тупники с игроками в торговле. Если вы полетели к игроку на сделку, то обратно в храм хаоса нужно возвращаться через затопленный город. Это кривая хуета, больше никак не назовешь. Мне не понравились бродячие изгнанники. Это другие НПС, герои, похожие на нас. Точнее, задумка отличная, но вот награды с них получаешь мусорные. Смысла от них мало. Только в начале пути, когда у вас слабый гир, с ними придется серьезно повоевать. Такое мини-ПВП. А так, они в целом слабые, и от них получаешь скудные награды. Торговля в этом сезоне специфичная. Очень много прайс-фиксеров, которые дезориентируют новых игроков в ценообразовании на предметы. Они уже всех заебали. Много барыг, которые пытаются продавать предметы за космическую сумму. Если проверять цены, то частенько можно найти такие же предметы по гораздо низкой цене. Но проблема в том, что игроки не в онлайне и нет возможности приобрести предмет. Барыги этим пользуются. Вот если бы был аукцион в игре, то таких проблем бы не было. Я часто наблюдаю разговоры игроков о введении полноценного аукциона в игре. Почему разработчики упорно не хотят этого сделать? Ведь реально будет лучше, если его вести. Сезон в целом получился интересным, но технически ужасным. Осадок у многих сформировался негативный. Теперь в следующий раз мы задумаемся, а стоит ли играть в Path of Exile 2 с такими лагами, или лучше потратить свое драгоценное время на другой проект. Благодарю за просмотр. Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. Еще увидимся.